Ребят, я всех приветствую на своем третьем канале. Сегодня хочу поднять такую интересную тему. Почему вам снится человек? Человек из ныне живущих, да? Человек из прошлого, допустим, там бывший, либо кто-то из друзей. Вот вы живете уже и помнить забыли об этой личности. И вот она почему-то вам снится. И бывают такие моменты, когда вот прям настойчиво снится, да? И вы как бы, не можете сопоставить, к чему это, что вам хотят передать на астральном плане вам об этом человеке. Чем этот человек может быть вам полезен, или же чем он может быть вам опасен. И вас просто предупреждаю. Позиций будет несколько. Расклад я затягивать не буду. Так. Первые три карты — это как вы относились к этому человеку. Либо, возможно, относитесь, не зная, а что он там за спиной за вашей говорит, делает в вашу сторону, либо магичит. Сейчас я определюсь, будет 3 или 4 варианта. Первый вариант — это, допустим, ваш друг, подруга, человек, короче говоря, либо знакомый, к которому вы хорошо относились, но общение прекращено. Вы живете своей жизнью, не общаетесь, или же наоборот, общаетесь, и что-то вам об этом человеке приходит во снах. Это знакомый друг, подруга, который вы знаете, что нечист на руку, сплетни, клевета, магия в вашу сторону, когда вас оговаривают другой группе лиц, дабы себя обелить. А здесь человек, который завидует вам. Так глобально и уже много лет. Здесь давайте мы посмотрим бывших партнеров. Вот, я же повторюсь, вы живете своей жизнью, не вспоминаете, но настойчиво вот вам показывают этого человека во сне, что хотят передать вам, о чем предупредить. Давайте будет 3 варианта. Здесь вас ставят на выбор. Вы должны научиться определять, кто есть кто, видимо. Так, теперь на этой колоде я хочу посмотреть, что же это ваше отношение к человеку, да, сигнификатор, чтобы вы понимали, совпадает, не совпадает, ваше или не ваше. И проверить себя заодно. На этой колоде я хочу посмотреть, о чем вас предупреждают. Что через образ этого человека хотят донести вам из вашего рода и какую подсказку дать. Тоже 3 карты. Здесь у кого-то бывшие попытаются вернуться, либо в процессе, поэтому снятся, либо здесь сотрудничество, в котором вы должны разобраться. Опять же повторюсь, кто к вам искренен, а кто вот явно не ваш. Ну все, ваши пути дороги должны были разойтись уже давно, но вы как-то затягивали этот вопрос.
И на Таро Вередника я хочу посмотреть, какой негатив от этого человека к вам идет, и поэтому вот его вам подсвечивают и пытаются что-то передать. Если этого негатива нет, поверьте мне, Таро Вередника им не покажет. Тоже 3 карты. Слушайте, вы для этих людей были как ангел-хранитель, я вам хочу сказать, кого бы вы сейчас не загадали и слишком опекали. Вы слишком много ресурса своего отдавали этим людям, просто-напросто. Это для всех вариантов актуально. Итак, первый вариант, второй вариант, третий вариант, определяйтесь. Итак, буду я смотреть с первого, вот второй, вот тут будет третий, вот так. Давайте посмотрим, как вы относитесь к этому человеку. Ну, во-первых, у вас кармическая связь, ваши 2 рода не просто так вас свели. Этот человек сделал вам больно, давайте я вам так скажу. Вот сделал больно. Из-под тишка, разговаривая с другими. Ссоры и конфликты между вами точно были. Этот человек не давал вам любви. Вы как будто ему ее дарили, а этого человека она в какой-то момент начала напрягать. Но этот человек против вас ритуалит. Пытается доказать, что он выше вас. Здесь сам абсолют и родовая система будет вас оберегать, защищать и охранять. И поэтому подсвечивают вам. Если вы, допустим, хорошо относились к человеку, да, и думали, что вот, может, я виноват, да, в каких-то моментах, может, даже извинялись, как бы за это пытались наладить отношения. Здесь, извините меня, хрен на воротник, этот человек не понимает этого, ввиду тех трансформаций, которые он проживает. Здесь хочется быть лучше вас, чтобы ритуалы лучше получались и выше вас. Вот как будто бы я лучше знаю и больше знаю, и дальше вижу. Но тут сам абсолют и родовая система вступается и пытается обратить ваше внимание на эту персонажиху. Какой негатив? Вы исцеляетесь от разбитого сердца от этого человека. Здесь человек помешан на своей внешности. Здесь такие моменты, знаете, как... Голые фотографии в интернет этот человек свои точно выкладывал. Давайте я вам скажу так. Здесь человеку нравится, когда им любуются. И здесь самолюбование. И ваше исцеление. Что бы у вас там ни происходило, если еще не произошло, вас с этим человеком столкнут, дабы вы истинную его личину увидели. Итак, второй вариант у нас идет. Это тот человек, вот вы точно знаете, что он, говно в вашу сторону докидал. Да, здесь нападки магического толка,
Здесь человек, знаете как, перестал с вами дружить, общаться, зажал свои эмоции. Знаете как, и вы с ним перестали общаться, потому что увидели, что человек манипулятор, эгоист. Здесь алкашка может проходить. Мужчина, женщина, неважно. Алкашня здесь. Любитель подвыпить. Любитель повоевать, что-то подоказывать. Здесь для человека очень важно, чтобы он был всегда прав, а вы не правы. И даже если вы правы, он будет до последнего корчиться, выкручиваться. Вот вы ему говорите: слушай, я записал разговор с тем, что ты говорил вот так и это. Так нет, я такого не говорил. Вот реакция таких людей. И здесь человек, понимаете, он вас никогда не ценил. Здесь, знаете, как человека вечно тянет на каких-то людей, которые его будут обижать, чтобы потом сидеть в состоянии жертвы: ой, как со мной неверно поступили. А вы, возможно, всегда могли рационально ответить, что слушай, ты вот это сделал, поэтому ты получил по голове. Вот это ему не нравилось, этому человеку, что то, что вы говорите, рано или поздно сбывается и оказывается истиной. О чем предупреждают? О том, что с этим человеком не нужно выпивать, в компании находиться. Здесь человек хочет одержать над вами победу любыми путями. Здесь, кстати, с помощью магии и своей зависти к вам человек ворует ваши ресурсы. Он, знаете, духовно нищий и силой хочет забрать. И, кстати, здесь опои, окормы проходят. Учтите это. Женщина это или мужчина, неважно. Опои, окормы вас. Потому что этот человек должен вас победить в его больной голове. Вот так вот. С кем-то человек советуется, либо по чьей-то указке действует. Как работать этот знахарь, либо же это его учитель, либо же какой-то еще персонаж из его пространства, которого он воспринимает как более мудрого, более там профессионального в плане магии. Как бы подучивается у него, как на погосте работать. Возможно, этот человек обучал вашего недоброжелателя тому, как работать на погосте, чтобы избавиться от пятерки пентаклей в своей жизни. Этот человек его учил, как воевать с недоброжелателями, как правильно мстить, давайте скажем так, да, отомщение кидать, как благополучно выруливать из этих всех ситуаций. И много о чем говорил. Кстати, этот мастер предупреждал вашего недоброжелателя, что у него спадут иллюзии относительно качества души вашей и его. Этот человек, ваш недоброжелатель, думал, что он вас сломил, что он вас мороками закидал, а в итоге остался сам в этом всем.
И этот учитель предупреждал вашего недоброжелателя, что будет наказание ему через вас. И это будет расплата за его деяния против вас. Еще этот недоброжелатель мог перекладывать болезни своего ребенка на вашего. Здесь знаете, что может проходить еще такой момент, что когда этот человек начал на вас по несправедливости нападать, его ребенка выставили как щит между вами и им. Он, естественно, решил, что это вы делаете какую-то гадость своему, его ребенку, но прикол в том, что человек даже не понял, что ему таким образом высшие силы намекают, что к вам лезть не надо, что, ты используешь свою силу не по кодексу, ты идешь не туда. Человека, видимо, начало заносить. Помимо этого, здесь еще человек очень завидует всем вашим начинаниям, их копирует фразы, копирует цели, копирует идеи, выдает для третьих лиц их за свои, просто повторяя ваши шутки, ваши высказывания, то, как вы мыслите, хотя у него в голове этого нет, он сам по себе нищий духом изначально. Он для другого был рожден, но он захотел взлететь так же высоко, как летаете вы. Вот такие люди, практики особенно, когда они ими становятся, или если становятся, если это им дано, или когда становится дано, они не понимают, что у них определенная роль. Они хотят, знаете, они чуть-чуть власти ухватят и хотят больше, 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 больше. Да ты разберись с тем, на своем посту разберись, там можно нормально. Было когда-то. Работать, сидеть на своем троне, а не базариться на чужой трон. Понимаете как? Этот человек вечно кому-то завидует. Вам так тем более, потому что он понимает, что он никогда не будет таким, как вы. Его это бесит. Так, третий вариант. Смотрим по бывшим партнерам, что они там снятся. Ваши отношения. Да какое отношение? Вы здесь боретесь. Дело в том, что человек вас постоянно пытается вогнать в иллюзии. Вы это прекрасно понимаете. Вы держите позиции. Этот человек вредит и мешает вашему продвижению вперед и вашим планам. Знаете, как отвлекает на себя ваше внимание. Так, о чем хотят предупредить? Он магичит против вас. Здесь привороты могут проходить, причем не только, знаете, приворот там любовный, приворот ваших ресурсов в основном, вашего денежного канала, успеха, удачи. Ментально работает, насылает это все через ментал, мыслеформами. Да, проклятие в вашу сторону насылает. Скрытый умысел. Здесь бывший партнер завидует вашей власти. Хочет, чтобы ваши знания, ваши умения, ваши блага, в большинстве случаев здесь деньги имеют большую роль для этого персонажа. Он хочет власти. Короче, хочет жить на ваших ресурсах. Понимаете, чтобы ему все шло и ему за это ничего не было. Вот об этом вас предупреждаю. Здесь стяг ресурсов, здесь человек может влазить в вашу жизнь, в вашу семью. Если это бывшие, а мы о них и говорим, собственно говоря, он не хочет, чтобы вы построили новые отношения. Вот такая вот падаль. Хотя сам при этом может, шлюшарить и шалаться не пойми с кем, пытаться жить. Он может вообще быть в отношениях, там свои проблемы, знаете, как сюда можно податься. Вот такое что-то. Вот об этом вас предупреждают. Скрытый умысел от этого человека. Власти хочет над вами, вас прогнуть, чтобы опять питаться. Здесь вампиризм еще тоже проходит. Так что, ребят, будьте бдительны.
все три варианта нам об этом просто кричат. Я думала, что хотя бы один вариант будет положительный, но, увы, видите как. Даже те люди, о которых вы думали лучше, чем они являются на самом деле, оказались просто гнилыми. И поверьте мне, эта гниль скоро всплывет. Они сами себя покажут, вы увидите все воочию. И разберетесь, кто есть кто на самом деле. Так что вот такой был раскладик у нас сегодня, невеликий. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. Ну а я вам желаю добра этого мира, как обычно. Всем пока-пока.